Арифметический квадратный корень из какого-либо числа, например, 36, это по определению такое неотрицательное число, которое, будучи возведенное в квадрат, дает вот это подкоренное число. Здесь важно иметь в виду, что уравнение х квадрат равно чему-то, например, 36, имеет, вообще говоря, два корня, 6 и минус 6. Но квадратным корнем мы называем именно положительное число. Иногда для этого используют термин арифметический квадратный корень, чтобы подчеркнуть, что мы называем квадратным корнем именно неотрицательное число. Аналогично определяется и корень третьей степени. Ну, например, скажем, 6 в третьей степени равно чему-то, и корень третьей степени из этого числа равен по определению вот той шестерки, которую надо возвести в данном случае в куб. Корень третьей степени по-другому называют кубическим корнем из числа. Но смотрите, кубический корень – это фактически решение уравнения х в кубе равно а. Давайте вспомним, что отрицательное число в степени нечетное, ну, например, в кубе, является отрицательным. Соответственно, по определению обычный кубический корень из отрицательного числа, например, минус 216, будет равен минус 6. Таким образом, кубический корень определен для всех значений. Аналогично можно определить корни и для других показателей, как четных, так и нечетных. Ну, например, 2 в четвертой степени равно 16, а корень из числа 16 четвертой степени равен двойке. Таким образом, корень n-ной степени из любого числа а равен числу, которое при возведении вот в эту n-ную степень дает число под корнем. Я хочу обратить ваше внимание, что арифметическим корнем n-ной степени называют такое неотрицательное число, которое при возведении в эту степень дает число под корнем. То есть арифметический корень n-ной степени определен только для положительных подкоренных выражений.